Огромное спасибо зрителям канала «Слово пацана», что исполнили мою мечту. Всем привет! Это канал «Слово пацана». Меня зовут Рома, за камерой как всегда Дима. И мы находимся в таком вот солнечном, красивом городе Орск. Несмотря на то, что здесь очень солнечно, сейчас здесь минус 25 градусов. Вы скажете: друзья, ну и что такого? И у нас тоже сейчас минус 20, может быть. Но нам здесь холодно, мы не привыкли к такому. И тем более, мы так смотрим, здесь люди ходят без перчаток. То есть люди здесь привыкшие, мы не привыкшие. Сейчас мы едем еще дальше от Орска, чтобы показать вам и увидеть самим историю, которую нас, ну, скажем так, впечатлила довольно сильно. В общем, отправляемся в путь. Поехали! Холодно. Кстати говоря, знакомим вас с Владимиром. Владимир — это зритель, такой же, как и вы. В Инстаграме с ним списались, и вот Владимир любезно согласился нас покатать по нашему маршруту. Едем, да? Что еще важно? В этом выпуске чуть позже мы расскажем вам про многодетную семью, про которую уже было много выпусков, историю которую мы на протяжении многих роликов рассказывали. Расскажем вам, чем в итоге там разрешилась ситуация с работой. Как вы помните, что Миша не дал пока что однозначного ответа по поводу работы. Ну вот, собственно говоря, расскажем вам все как есть. Неожиданный довольно поворот там, поверьте. Солнечно, но при этом такая дымка здесь небольшая. Дымка, я так понимаю, из-за мороза, из-за того, что воздух, да, не совсем чистый. Вот там вот город Новотроицк, который в дыму не видно. А Орск, как мы поняли, находится на 8-м месте по загрязненности воздуха. Новотроицк еще более грязно, потому что там большое количество предприятий. Туда мы, собственно говоря, и едем. Отлично нас с тобой тянет, да? Мусорные квартиры, да. Загрязненные города. Какой отсюда, смотри, открывается видок. Ничего себе. Огромнейшее предприятие. Но и, к сожалению, воздух здесь прям не очень хороший. Несколько лет машина стояла на парковке, потом человек просто ее завел, похоже, начал пользоваться, и у него на крыше осадок красноватого такого, и он так его отмыть и не может. Ну вот, в принципе, сам город начинается, то есть это жилая зона. Мне, кстати, по архитектуре немножко Воркуту напоминает. Мы просто там были. Эта история произошла в небольшом городе Новотроицк. Жила семья, мама и 2 сына. Отца уже давно нет в живых, и буквально с 11 лет старший сын Олег стал, по сути, главой семейства. Жили они небогато. Мама работала дворником и уборщицей на предприятиях. С малых лет Олег максимально помогал своей маме. Помогал ей с работой, даже где-то подрабатывал сам, разносил газеты. В общем, худо-бедно они жили. И случилось так, что в какой-то момент здоровье у мамы стало ухудшаться. Все заботы легли на старшего сына Олега. Он водил младшего брата Женю в школу, он готовил, он убирался, он делал все, что только можно. В том числе подрабатывал для того, чтобы семья могла хоть как-то дальше существовать. И вот буквально несколько дней назад в их семье случилось горе, не стало мамы. И в такой ситуации, когда младшему брату Жене всего 10 лет, случилось так, что его должны забрать в детский дом. По сути, родственников близких у него никого нету, этого маленького Жени, кроме лишь своего брата Олега.
И что решает Олег? Он решает взять под крыло своего брата, оформить над ним опеку. Но для того, чтобы оформить опеку, нужно не просто получить какие-то характеристики, знаете, а в том числе, и это, наверное, самое главное, для органов опеки нужно, чтобы условия жизни были очень хорошими. Чтобы ремонт в квартире был не просто, знаете, такой типа бедненький, а чтобы он был свежий, новый, хороший. На основании этого они могут принять такое решение, что Олег, которому уже есть 18 лет, может взять под опеку своего брата. Да, все, мы приехали по адресу. Нас не особо ждут, если что. То есть мы... Нет, нас не то, что не особо, нас не ждут. Да, вообще не ждут. Нет, но мы позвонили по телефону, сказали, что мы подъедем, но мы не сказали ни кто мы, ни что мы с камерами, зачем мы приедем. Ну, пойдем. Подъехали, что ли? Да. Сейчас открою, выйду. Ага. Да. Привет, Рома. Привет. Дима, ты не пугайся, мы тут немножко с аппаратом. Заходите. Ага. Тебя пыльновато немного. А ты тут сколько уже работаешь? Вот после смерти мамы стали заниматься. И до этого проводку меняли. Это все. Сейчас в ускоренном темпе работаем. Угу. А сколько времени еще осталось? Ориентировочно недели 2-1,5, может быть. Угу. То есть за эти 1,5 недели нужно успеть сделать все, чтобы комиссия потом пришла и посмотрела, да? Да, надо успеть. Слушай, скажи, а вот ты принял такое, довольно серьезное, взрослое, осознанное решение взять в опеку своего младшего брата. Ему сколько лет? 10-11 в мае будет. То есть ему сейчас 10 лет. А почему ты принял такое решение? Ну как это, брат мой? Как я его могу бросить? А если ты не успеешь? Я успею. Но если бы не успел, я все равно доделал бы и в любом случае сделал бы все, чтобы брата забрать младшего. Если бы забрали его, например, в дом малютки, там, куда я бы его по-любому забрал, вырвал бы. Так. А какие трудности в основном? Что не хватает? Что и как, что? Сейчас на данный момент все, в принципе, хватает. Все есть, да? Материалом все есть, обои. Так вот. Уже купили? Да, уже. Вот там, я так понимаю, что все, да? Ну да, там обои, ковровые покрытия, все есть, штукатурки, шпаклевки. Сторонние люди сбор организовали, помогают мне, привозят одно, второе. А ты как-то попросил или как это? Я ничего не просил, просто позвонил учителю со школы младшего брата. Сказал, сегодня не придет, у нас мама вот умерла. И вот это пошло-поехало через родителей, одноклассников его, и уже 5-10 лица стали помогать. Получилось все очень просто. Я работаю в школе, я думаю, как ему помочь, как он теперь будет. И я говорю, так, все, сегодня после уроков я собираюсь и я еду. И я приезжаю и попадаю на то, что квартира вся разобрана. А что значит стоит Олег, старший, ему 18, и он отдирает эти обои. Я говорю, привет, а что случилось? Он мне говорит, я был в органах опеки, мне дали временное опекунство, но с учетом, что я сделаю ремонт. И я начинаю думать, надо что-то делать, и все, и я начала создавать пост, я начала придумывать, поднимать людей, потому что нужны руки, чтобы это делать. Для меня это было неожиданностью. Я первые 2 дня поверить не мог, что остались добрые люди на земле, которые могут помочь, поддержать трудную минуту. Пусть даже там не материалами, не финансово, добрым словом просто. Свои близкие, родственники, там понятно. А посторонние люди, которых первый раз видишь, к тебе приходят, приносят свои соболезнования. То есть приезжали, помогали тоже люди вот так вот по физической части, не по физической. Вытаскивали мусор, там столы старые с кухни, все, шкафы. Огромное спасибо людям, всем, кто помогали. Это неоценимо просто. Это словами не выразишь, насколько это большая и сильная поддержка. Просто сильнее нет ничего в этом мире.
Когда мы сюда приехали, мы приехали не просто рассказать и показать вам эту историю, мы приехали с мыслью принять участие здесь в этом ремонте, потому что, очевидно, из-за того, что сроки очень сильно поджимают, помощь какая-то нужна. Но каково наше было удивление, когда, зайдя в квартиру и пообщавшись с Олегом, мы поняли, что, в принципе, уже все есть. Меня вопрос по кухне-то интересует, потому что Ольга сказала, что какая-то кухня так себе здесь. Кухню, если по поводу гарнитуры, там один благотворитель тоже, он сказал, у него свой цех мебельный где-то в Орске, он сказал, я вам гарнитур сделаю просто так безвозмездно. То есть гарнитур новый кухонный будет? Да, будет гарнитур, уже вон стоит коричневая столешница, я вот от этого стола ножки откручу, покрашу, соберу, сделаю кухонный стол. Должен приехать окончик, он нам тоже окно поставил, взял только за материалы. А установил все полностью сам, там немножко он подпенит, откосы еще сделает. Купили мне в ванну полотенцесушитель, помогли. Вот я рамку спаял под него. Мне осталось только врезаться в трубу. Болгаркой срежу старый, выдерну полотенцесушитель, новый поставлю, вон стоит. Уже все. Я теперь не знаю, чем поучаствовать. Все организовано уже. А если какой-то вариант по подработке для тебя? Да мне, в принципе, предложить? Мне так не надо, спасибо. Мне главное вот ремонт закончить и пацана постоянную опеку забрать младшего. И все, работа у меня будет, я это знаю. Мы уж приехали, думаем, как со своей стороны немножко подсобить, поддержать. Да добрым словом поддержали, и то это дорогого стоит. Не надо ничего больше. В самом начале ролика мы пообещали вам рассказать подробнее историю и чем вообще там все завершилось с многодетной семьей и с их работой, и точнее вот с этим ответом, который дал Миша по поводу работы. Наверное, скажем прямо, мы не ожидали этого, но он отказался от предложения по работе. Сказал, что они будут искать работу где-то вместе, и что, может быть, даже они уже что-то нашли. Мы записали этот звонок, и можно целиком его послушать, потому что здесь будет много его слишком, в Инстаграме. То есть в описании есть Инстаграм, здесь он появился. Там прям вот более подробно, что и как ответил Миша, есть. Что хочется сказать по этой ситуации, так вкратце от себя. Во-первых, мы с вами сделали очень много и, в принципе, максимум из того, что можно для детей. И все, что было сделано для детей, мы много раз про это говорили, но это так. Мы бы хотели, чтобы у этой семьи была возможность дальше иметь стабильный доход, чтобы у них была какая-то самостоятельность. Но мы не смогли это сделать. Насильно тянуть никого и брать кого-то за руку мы не хотим, и это неправильно, это никому не будет в пользу. В любом случае, мы хотим пожелать этой семье, Марине, Мише, детям, чтобы у них получилось, чтобы они нашли работу, чтобы они смогли устроить свою жизнь так, как им хочется, и так, как будет хорошо, и все-таки, чтобы доход стабильный у семьи был. Искренне желаем им всего хорошего. У них есть мобильный телефон наш, если что, могут позвонить, мы эту историю не оставляем. И еще хочется пожелать им самостоятельности. Как раз история, которую вы сейчас смотрите, вот эту историю про мальчика Олега, это как раз история самостоятельности. И хороший, кстати, пример самостоятельности. Вы в инсту переходите, разговор смотрите, а мы продолжаем. Я сейчас стены обрабатывал сеткой для подобоя. Завтра обои будем клеить. Сегодня должны утяжные потолки сделать. И дверь шлифовал, чтобы пленкой отклеить потом. Краску снимал старую болгаркой. А ты сам откуда все умеешь делать? Учился потихоньку. Отца похоронил в 11 лет. Стал что-то зарабатывать, учиться. Потихоньку, одно, второе, третье научился. Сейчас Олегу уже 18 лет. Он учится на автослесаря, учится в строительном колледже, в том числе занимается ремонтами, то есть он может что-то сделать своими руками, может таким образом подзаработать, подколымить. Без дела он не сидит, всегда старается, как-то работать руками, что ему нравится и что приносит небольшой, но доход. Как дальше ты видишь свою жизнь, как ты будешь обеспечивать, так скажем, вашу семью деньгами и так далее? Будешь справляться? Я буду справляться по-любому. Мне неофициального дохода хватает, плюс пособия какие-то у меня есть все на пацана. И так учебу окончу, строительным техникум, буду работать. Уже, в принципе, есть автосервис, где меня готовы взять полностью на официальной основе. А машины есть у тебя? Нет, машины нет. А что у тебя здесь? Это моя инструментальная мастерская. Тут такой небольшой, такая. Да большой уже тут, я просто по профилю, по моему ремонту квартиры. Я квартиры, сантехникой занимаюсь, электрикой.
электроинструмент умею, ручной инструмент, книги автомобильного промысла. Я прям вижу, там у тебя автомобиль. Да, это я начинал с этих книг. Память тоже мне от дедушки, от отца. А что для тебя автомобиль? Автомобиль для меня это все. Это моя страсть просто. Да? Ты любишь машины? Машины больше люблю, больше жизни. Да, серьезно? Но самого машин нет. Ну да, людям делаю, а самого нет. Просто как бы друзьям всем переделал все уже, автомобили, все, ну сам. Да, заработаем потихоньку, купим. Это приходящее, уходящее, это все будет. То есть сейчас все мои силы, все мои мозги в эту квартиру, в этот ремонт вкладываются. На 100%, даже на 200%. У него же и специальность получается, он автомеханик, он хочет потом с этим работать, он разбирается. Когда мы ездили, покупали с ним там полотенцесушитель, еще какие-то мелочи, напомин на его маме, мы сели в мою десятку, и он мне такой: 8-клапанная. Там. Я такая: ничего себе. Он такой: слушай, ну вот у тебя вот не видишь, поворотник западает, мигает сильно. Ты мне подгони, я тебе сделаю летом. Ладно. То есть мальчишка, 18 лет, он разбирается. А какие тебе нравятся, если не секрет? Автомобиль? Да, что это? Отечественное производство. Мне чем проще, тем лучше. Такие вот. Но были бы у тебя сейчас финансовые возможности, ты бы себе что купил? Я бы 12-ю взял, моя любимая 12-я машина. Или 8-ку. 8-ка просто воспоминаниями. У отца 99-е были, вот 8-ки были, у меня вот приятные воспоминания, просто как ностальгия. Ну, короче, не иномарка. Да не, иномарки меня не привлекает особо. В душе приятнее наш родной советский. Двигателя знаю все, коробки передач. Ну, оценить состояние машины можешь, если подобрать нужно машину? Конечно, допустим, могу, это без проблем. 12-ку там, если нужно подобрать, грубо говоря. Да нет, это, конечно, это может быть, без вопросов. Сереге, может быть, нужно. Серега? Тачку же подобрать нужно. Вот это поворот! Можно попросить Олега, чтобы он помог подобрать просто. Подберем, какая разница. Просто уже знаешь больные места этого автомобиля. Да, в принципе, все предельно просто. Там, в принципе, уже интуитивно понятно, куда давить, на какой датчик, какой там провод. Уже пройдено столько машин этих, уже отремонтировано. Вот. Все понятно и доступно, по крайней мере, мне. Общаясь с Олегом, мы обратили внимание, что он такой, ну, во-первых, очень словоохотливый молодой человек и, по сути, очень рассудительный. Выяснились некоторые подробности, которые и нас натолкнули дальше на кое-какие мысли, да, Дим? И решено было вот прямо сейчас, что мы сюда скоро еще один раз приедем для того, чтобы все-таки принять участие в этой истории и поддержать вместе с вами ребят в такой непростой ситуации. Мы переночевали в отеле, все обдумали, и по ходу дела у нас немножко поменялся план действий. А еще мы подумали, что мы ведь не успели еще отойти от новогодних праздников, а впереди череда новых. Могу порекомендовать классный универсальный подарок для ваших близких – CJ Pods от тюменской компании Case Guru, которые уже вошли в топ-5 наушников России. Их можно приобрести в 4 раза дешевле самых дорогих аналогов. При этом количество функций и преимуществ будет в разы больше. Основной плюс для меня – влагозащита. С ними даже душ можно принимать. Очень важно, что звук у CJ Pods ни разу не хуже, чем у самых дорогих наушников. А автономность до 20 часов. Мы все знаем, что девушки любят ушами, но не всегда знаем, как быть услышанным. Подскажу, вам нужны CJ Pods Lite с самым маленьким в мире антистресс-кейсом. Кейс щелкает магически, прям как коробочка для кольца. Брутальный CJ Pods 5.0 в кейсе изоляционного алюминия, который выдерживает до 220 кг. Я вам ранее уже показывал, как я наступал на них ногой. Запредельно надежный девайс для активного использования. У модели 5.0 сенсорные, а у Lite механические кнопки управления телефоном прямо с наушников. Доступно 11 команд. Благодаря конструкции CJ Pods отлично сидят в ушах. Купить их можно только онлайн. 3990 – честная и прямая цена без накруток сетевых гигантов. Производитель дает год гарантии, а если что, обмен на новые без ремонта.
На мой взгляд, отличный подарок в любой ситуации. Переходите по ссылке в описании в официальный магазин производителя. Там вас ждет подарок от нас. Промокод «Слово» на скидку 200 рублей действует на любые модели наушников CG Pods. А мы сейчас выдвигаемся из гостиницы. Сейчас вы узнаете для чего. Ну что ж, наступил следующий день. И мы вчера думали, что мы улетим, а потом прилетим и доделаем эту историю. Но вчера, посовещавшись вместе с Димой, мы приняли решение прямо сейчас здесь эту историю завершить. Позвонили автоподборщику, здесь нашли в Ворсте человека, который согласился помочь нам подобрать машину. Вот они уже, ребята, сидят. Тем более, вчера Олег, довольно такие критерии четкие машины нам сказал. Он сказал, что хочет российскую машину. Поэтому такую машину сейчас будем искать, подбирать. Здорово. Здравствуйте. Привет. Я Рома. Илья. Владимир. Здравствуйте. Роман. Дима. У тебя, ты знаешь, такие же штаны, как у меня такие же есть. Только меня удивляет, знаешь, что меня удивляет? Тебе не холодно? Минус 20, блин. Я же в машине. Нет, вот я вот про это говорю. Нет. У меня одеты одни носки, вторые носки, термобелье, и все равно холодно. У нас сколько примерно вариантов? Вариантов вообще много, но в силу того, что сейчас утро, очень мало людей вам покажут автомобили. И не все взяли трубку, наверное, да? Конечно, никто не берет. Понимание, какую машину нужно искать в этой ситуации, у нас было почти сразу. Олег сказал нам, что хотел бы 9, может быть, там 8, а предел мечтаний это 12. Ну и признаться, для парня в 18 лет, как первая машина, это действительно такой хороший рабочий вариант. Мы приехали смотреть первый вариант машины. Ну вот бампер, да, про который ты говорил? Да. Понял, да? Ну и здесь у нас все такая прям. Ребята, это что-нибудь? Ну да, такая себе. Первые варианты, на которые мы приезжали, это были варианты, к сожалению, так себе. Они были то гнилые, то битые, то прям вот по машине видно, что там зазоры, то полностью вся машина крашеная. Выглядит посимпатичнее предыдущий, но что-то... Покрасить. Сильно, да? По морде здесь был ремонт. Было сложно, потому что нужно было много вариантов посмотреть, практически без отдыха. Даже в какой-то момент вместо Владимира, дядя Ильи, автоподборщика, с нами стал ездить другой человек. Как мы потом позже узнали, это, оказывается, был папа Илюхи. В общем, сейчас поедем посмотрим еще один вариант. ВАЗ-2112 за 161 тысячу. Цена высокая, даже на Авито это видно. Илюха говорит, что... Что говоришь? Подойдет он вам. Так, давай в засаде. Снимаем, как мы тут машину ищем. Я остался в машине, чтобы со стороны немножко поснимать, как все происходит. Посмотрим, как они осматривают машину. Я видел, что завели, открыли капот, послушали, посмотрели все изнутри. Внешне мне машина нравится. Не знаю, как она внутри. Ну, мое мнение, вот для пацана 18 лет это вариант, в принципе, хороший. То есть, учитывая, что это его мечта, учитывая, что он только-только вот получил права, мне кажется, что как такая рабочая лошадка, как помощник, вполне. Так, Рома с серьезным лицом делает вид, что все понимает. Я такой лютый комментатор. Можно уже, наверное, футбол, баскетбол, хоккей, керлинг, теннис,
настольный. Что там еще есть? Могу, в общем, все комментировать. Плюсы кузов. Кузов, да? Что, да, живой. И, все равно она, конечно, поездила, но видно, что ухаживали. Такая не умотанная. Я так понял, что они хотят сейчас проехаться, посмотреть, как машина на ходу, послушать звук мотора и так далее. Неплохая, живая. Я бы не сказал, что она не из такси выехала. Мы решили еще немножко поездить, тем более был там еще один вариант, это 14-я. Она была в родном окрасе. Диски-то на фотографии другие. Тут вот помят капот. Здесь тоже вмятина. Короче, что-то помялось. Вот. Ну, в общем, весь кузов в небольших вмятинках здесь. Тут фара. Тут тоже. Ну, по кузову она значительно хуже той. Да. Ну, вот здесь вообще лопнут. Понятно. Ну, конечно, менять надо. это, с одной стороны, мелочи все, но с другой стороны, она вся по кругу, да? вся. Все эти мелочи, это все деньги. 14-я оказалась хоть и полностью в родном окрасе, но вся, везде, где только можно, битая. Поэтому толку от родного окраса нет никакого. И в итоге мы возвращаемся к 12. Ну что ж, отсмотрев сегодня довольно много вариантов разных машин, в итоге остановились на одной, которая в хорошем состоянии, хороший кузов, все ок по ней. И сейчас прямо сюда приедет эта машина, приедут владельцы. Только вчера мы приняли решение, что машине быть в этом выпуске. Мы вообще знать не знали, что здесь как-то завяжется на подарок машина. Но случилось так, и, наверное, это круто. Мне кажется, что вот то действие, которое сейчас происходит, такое вот наше с вами, да, вся эта история, оно... парню это вот кстати, Олегу. То есть это прям то, что нужно, реальная поддержка для его вот такой ситуации, для его семьи. Поэтому сейчас сделаем сделку и повезем ему машину. Он знать ничего не знает о том, что мы вообще что-то тут делаем по его ситуации. Он там, наверное, клеит обои сейчас. Да, он сейчас, наверное, клеит обои, а тут идет подбор машины. А здесь ПТС. Этот вариант, на котором мы уже все полностью остановились, это Lada 12 2006 года выпуска. И сейчас мы купим отчет автотеке по этой машине, и чтобы уже точно, чтобы уже не было никаких у нас скрытых здесь моментов. Из отчета здесь мы сразу видим, что ограничений на регистрации нет, и эта машина не находится в залоге. Дальше, по владельцам здесь тоже информация. 3 владельца по ПТС, и причем, если пролистать чуть ниже, видно, как владели этой машиной. Допустим, первый владелец с 2006 по 2009 год, второй владелец с 2010 по 2019 год, то есть во владении она была целых 9 лет. И у последнего владельца она вот уже была дальше и по настоящее время. По ДТП здесь тоже видно, что было ДТП, причем помечено прям цветом, где что было там вот покоцано. Мы внимательно посмотрели как раз на эти нюансы по машине. Это крыло, это бампер. И дальше мы видим, ниже листая, по пробегу. Здесь по графику видно, что пробег ровный, график ровный, пробег не скручен. Это тоже важно. Эта машина понятна и ясна. То есть мы подбирали ее с ребятами-автоподборщиками. Действительно, все как есть. По автотеке мы проверили. Все круто. Если вам нужно быстро подобрать машину, то пользуйтесь Авито. Просто добавьте понравившееся объявление в избранное. И дальше проверьте их с помощью автотеки. Переходите по ссылке в описании и не забывайте проверять машину перед осмотром. А мы сейчас оформляемся, пишем договор купли-продажи, передаем деньги и выезжаем на вручение. Времени осталось не так много, поэтому делаем все быстро и едем. Ну, собственно говоря, отличный вариант, который мы нашли. Отдаю тебе 160 тысяч. Считай, смотри. Все, досчитывают там деньги. Все верно. Все верно. Все, спасибо. А ты что скажешь по машине вообще? Ты подбирал ее сначала с одним напарником, потом с другим. Да хорошая машина.
Главное, что она не гнилая. Все, это очень важно для машины такого года. Очень важно, что она не гнилая, потому что самое ценное в машине всегда кузов. Во-первых, мы на ней прокатились, да, в сервис мы ее, признаться, не загоняли, но ребята посмотрели так вдвоем, сказали, что там все хорошо, но мы там как-то тоже глянули, вроде все нормально. Проехались, поэтому есть еще хорошо, здесь резина новая, видно, зимняя. Как холодно. С перчатками отдают. Кстати, с перчатками отдаешь? Блин, жалко. Жалко. Так, Орск, Оренбургская область. Погода. Минус 15. Но ощущается как минус... Вот, ощущается как? Видите, минус 23. Ну, поверьте, ощущается не минус 23, а еще больше. А у вас нормально это или бывает холоднее еще? Нет, это еще более-менее. Вообще минус 30. Мы уже заехали в город Новотроицк и сейчас подъезжаем к месту, где живет Олег, где он делает ремонт. Он знать не знает, что мы приедем. Нас вообще не ждет. Вчера мы немножко пообщались с ним на камеру, взяли такое у него спонтанное импровизированное интервью, и все, на этом все закончилось. Сейчас мы едем к нему на машине, которую сегодня весь день искали и подбирали специально для него. За рулем молодой юный автоподборщик, с которым мы уже подружились. Кстати говоря, это тут семейный подряд. Илья и твой папа, его зовут? Максим. Это вот человек, с которым ты второй раз ездил, да? Сначала мы ездили с Владимиром, потом с Максимом выяснилось, что это сын и отец. Вот такой семейный подряд помог нам с выбором вот этой машины, которую мы сейчас везем вручать. Я не знаю вообще, что сейчас ждать. Будет ли Олег дома, может быть, он куда-то отошел. У нас уже темнеет, как всегда, все прям впритык. Но меня уже эмоции начинают уже подкатывать, потому что, блин, это круто. Я даже не знаю, что еще сказать. Это прям круто, то, что получается сделать такую историю. Вот смотри, вот его окна, да, это слева, левее. Вот подъезд ближайший. Я понял, я перед этим. Первый подъезд. Вот. Справа. Да, и справа нужно встать. Перейду пока в другую машину. Сейчас мы поставим вот эту вот двенашку прямо под окнами. Номер занят. Они сейчас там должны обои клеить. Может, зайдем к нему туда? Да, лучше, чтобы он вышел сразу. Блин, нервничаю. Сильно переживаю. Да, Олег, буквально минутку. Блин, я не могу говорить. Вообще окна закрыты, мне кажется, его нет дома. Потому что вчера были окна на проветривание открыты, а сейчас закрыты. Вообще, мне кажется, его нет дома. Через полчаса темнеет. О, подожди. Ну, судя по всему, дома его нет. Да, дома нет. Блин. Подстава, да? Есть, конечно, супер план Б. Завтра? У нас завтра, чтобы вы понимали, здесь съемки еще другой истории, ради которой, по сути, мы тоже сюда прилетели. И завтра же мы улетаем. Причем улетаем довольно рано, в 4 с чем-то самолет. Поэтому у нас прям все впритык. И переносить на завтра сегодняшнее действие очень бы не хотелось. Давай смс напишу. Не пиши, важно просто. Так, Олег. Это важно. Срочно. Выйдем на связь. Вообще, да? Вот все мы успели сделать. Прям вот не верилось. Сегодня, когда мы посмотрели первые два варианта, я думал, что ни хрена у нас не получится. Я думаю, все, не успеем. Не получится эту историю, нужно будет потом прилетать сюда специально. А прилетать сюда это стоит и денег, и времени. Мы поняли, что мы уже никак не успеваем в этот день. Вот-вот стемнеет. Поэтому мы сели в машину, доехали до такого небольшого перевалочного пункта, выехали из города, попрощались с Ильей и с его папой и вызвали такси дальше. И тут нам поступил звонок.
Алло. Я занесу сам. Алло, ну что, вы где? Да, мы сейчас подъедем. Все, ждем, ага, давай. Как позже выяснилось, все это время он не мог разговаривать, потому что как раз занимался вопросами опеки, сидел там в каком-то кабинете. И мы так с Димой думаем, что типа уже темнеет. Ну что, сейчас сделаем все и все, да? Да. Ну, может, мы успеем. Короче, мы срываемся, прям таксисту меняем этот адрес, куда ехать, он разворачивается там, и мы едем вручать, пытаться это сделать, вручать машину. Сейчас. Перчатки бери и все. Все, спасибо. Алло. Да. Олег, слушай, выйти прямо сейчас можешь? Чтобы нам помочь? Могу, да. Да, давай. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Супер просьба. Во-первых, довериться нам на минутку. Ты извини, конечно, что мы снимаем. Мы прям... Нет, пока не надо снимать. Да, что хорошо. именно вопрос? Сейчас, Объясните. прям Минуту. Мы вчера у тебя были, с тобой общались. Скажите нам, пожалуйста, у меня такой вопрос. Минуту дайте, я доскажу. Ну, пожалуйста. Вы все поймете, у вас вопросов Пожалуйста. не будет. Мы вчера с тобой общались с видеокамерами, все такое, но ты вообще не понял ничего, никто, мы никак. Короче, мы прилетели сюда, в Орск, из Москвы, специально по поводу твоей истории, потому что она нас тронула. Узнали, что здесь у вас город объединился вокруг этой истории. Думали как-то помочь с ремонтом. Поэтому в разговоре вчера с тобой мы поняли, что твою семью можно довольно круто и стояще поддержать. И нам бы очень хотелось это сделать. На. Это машина! Это машина! Блин! Ну да. Гуляю! Нет, вы даете, пацаны, вообще. Это твое. Вы не с мужского, женского? Нет, Просто мы не с волонтеры. телека. Вы поэтому переживали, да, Я что хочу- мы... Да, Гордон- мы никак не ощущали. Мы те люди, Обалдеть. просто, которые изначально с первых дней с ним всячески помогали. Мы не волонтеры, мы просто люди, которые... Мы знаем эту Да. историю. Более того, мы звонили Ольге. Нам с мужского, женского звонили. Да. Я поначалу Я вот вчера Ольгу подумал, на что подругу это вместе. да, от него. Мы поэтому и побоялись, что опять, Не, пацаны, как так вообще? Я не Я тоже понимаю. сложно. Ну давай, пока светло. Иди быстрее! Блин, ну это просто. Садитесь все там. Че, мы туда должны, он говорит, сесть? Давай сядем. Давай. Обалдеть. Ну ты уверена, все, да, нормально рулишь? Ребят, я не верю просто. Как так? Я столько лет добивался машину, я копил как-то, пробовал вообще, я не знаю. Вокруг этой истории объединилось очень много людей. По сути, объединился весь город. И так уж вышло, что и вы, наши зрители, тоже объединились вокруг этой истории. Огромнейшее спасибо спонсорам нашего канала. Поддержать нас и стать спонсором можно очень просто. Есть такая кнопка «Спонсировать». Там же тут рядом с кнопочкой «Подписаться». Или, если вы хотите разово поддержать, то в описании под каждым выпуском есть реквизиты. Сейчас 92-го до полного добьем. Пару слов я тебе скажу, то, что нам известно про эту машину. Да, во-первых, здесь как бы, то есть мы смотрели, чтобы кузов был в хорошем состоянии. В данном случае он в отличном состоянии. У него было небольшое ДТП, спереди крыло крашеное, но там совсем чуть-чуть. Вот, остальное все, самое главное, она не гнилая, ни снизу ничего, по роге все нормально, по технике, по ходовке тоже все ок. Ну, я думаю, ты сам понял, что едет она бодро и хорошо. Да, мне только стоило сесть за руль. Я понял. Это очень большое подспорье. Это он и Женьку сможет до школы довести. Где-то какие-то, я, как всегда, с точки зрения учителя, какие-то там дополнительные секции, еще что-то. И самое главное, это заработок, конечно же. То есть он вполне, Олег, он будет зарабатывать. А он может и умеет, он хочет зарабатывать. Сейчас он на 3-м курсе строительного техникума, он сейчас доучится, и он будет обеспечивать семью. Он прям к этому идет. Он говорит, да, я сделаю, да, мы будем с Женькой жить. Нам главное, помогите немножечко. А сейчас он уже просто благодарит за эту помощь. Все-таки счастье какое-то вот такое есть, да, вот эти вот чудо. Ну классно. Мы ему вроде с ремонтом помогли, вроде это как надо. Это очень много. А здесь мечта сбылась. Вы понимаете, как у него сейчас подъем пойдет? Он же сейчас горы начнет сворачивать. Дай бог.
Мне кажется, это классно. Так, эксперт лезет под капот и смотрит, что тут. Да, 8-клапанный, 114 мотор. Ну ладно, снимать не будем, крышу-то потом. Да, 114 он самый мотор. Неприхотливый. Прекрасный мотор в обиходе. Коробка 0,83. Все в подряде, все в порядке. Ничего не гнилое, все обалденно. Ты здесь все понимаешь, во всем разбираешься. Полностью. Я могу Если что-то сломается, ты можешь сам починить без проблем. Что, поедем? Кайф. Ты понимаешь, да, что эта машина, она подарена в первую очередь твоей семье, то есть тебе и твоему брату, вам двоим, для того, чтобы вы могли на ней решать ваши бытовые какие-то задачи. Ребят, это безусловно. Чтобы... Для этого мне нужна была машина, не просто как кайфануть, покататься, да? Да, да. Но я эту машину не буду таскать как для ремонта, я буду ее очень сильно беречь. Но это автомобиль, это душа, это моя жизнь. Независимо какой автомобиль, если я в нем сижу, это моя жизнь. Я планировал каждую копейку откладывать после ремонта, ну, в первую очередь отучить пацана и потихоньку какую-нибудь машину разбитую взять, делать. Я не ожидал просто такого, ребят, я не ожидал. Это, я не знаю, это эмоции, это отвал чипа просто по эмоциям, я не знаю. Чипа. Я хотел сейчас, думаю, ремонт дома доделаю, подкоплю. У друга за 20 тысяч стоит 8-ка, не на ходу, но я бы ее поставил на ход. А тут машина сразу и на ходу. Я поверить не мог просто. Это, ну, я не знаю. Ребят, это автомобиль, это моя душа, это моя жизнь. А особенно, когда это 12-е, это просто это эмоции непередаваемые просто. Нас так удивило, что вокруг твоей истории, твоей ситуации, оказывается, мы не знали этого, объединился весь город. Орск, Новотроицк, Я Гай. этого не знал, ребят. То есть, когда мы приехали к тебе вчера, только с тобой познакомиться, мы думали, что это такая какая-то местечковая история, которая, ну, вот, про которую никто не знает, и что нужна большая помощь, может быть, где-то с ремонтом, где-то что-то в моменте нужно сделать срочно, чтобы у тебя дали возможность дальше воспитывать брата. Мы думали, что нужна прям скорость, срочность, и думали в этом поучаствовать. Когда мы узнали, что у тебя здесь вопрос, слава богу, решен, да, уже ремонт ты доделываешь, я уверен, что ты успеешь все сделать. А уже вот завтра обои в зале клеить будем. Разговор зашел, нам показалось, что тебе в твоей ситуации, учитывая, что так вышло, что ты, ну, тебе пришлось рано повзрослеть. Машина нужна тебе как помощник. Нам показалось, что тебе это реально нужно. Нет, ребят, я и подумать не мог, серьезно. Мы тебя поздравляем. Спасибо большое. Спасибо большое. Я просто не мог подумать. Я думал, что как вроде с мужского, женского там. А вот когда друг пришел... Не наш уровень. Орское телевидение. И, ну, я так всем и говорил. Я говорю, приехали от Оли. А Оля есть она вот это все, вот организатор. Мы сразу не хотели никакого пиара. То есть эта ситуация на помощь, а не на пиар. И получается, что нам звонили, у нас есть наше местное телевидение. Говорят, можно мы приедем? А мы не знаем, что говорить. Ну, мы правда не знаем, ни я, ни Олег. Нам нужно помочь. И слава богу, люди отозвались и нам помогли. Ну что ж, вот так вот завершается такая спонтанная история, которая, ну, изначально предполагалась совершенно иначе. В итоге получилось вот так вот. Мы стоим сейчас в квартире. Скоро здесь будет завершен ремонт. Олег все доделает. Я думаю, что мы вам тоже покажем, как здесь в итоге все будет. Ну, скинешь нам фотки, да, может быть, там видео какое-нибудь запишешь, мы там у себя покажем. Олег даже не знает, кто мы такие. Вот. Для меня Орское телевидение. Мы Орское телевидение. Эта история подошла к концу. Всем спасибо за просмотр. Мы рады, что, ну, по-моему, классно получилось. Подписывайтесь. Всем пока. Закроешь камеру вот так рукой? Быстро. Слишком быстро. Помедленнее чуть. Чуть-чуть. Вот медленно так. Вот. Это мой братишка Женя. Мы наконец-то доделали ремонт. Вот даже завезли мебель. То есть все красиво, все полностью доделано. Ну, можно сказать, под ключ. Вот. Мы очень рады, что нам помогли. Документы на опеку у нас на руках. Все, с этим вопрос закрыт. А еще у нас теперь есть автомобиль. Вас приветствует автоответчик. Оставьте сообщение после звонка.
звукового сигнала. Алло, Ром, ты где хоть находишься? Алло, ты меня слышишь? Ответь мне, пожалуйста, перезвони. 33 раза тебя звоню, и ты не отвечаешь. Но я как понял, что ты занят, и решил еще раз тебе позвонить. Мне хочется знать, хоть какую ты мне там машину купил. Ты мне хоть покажи, Ром, хоть как выглядит. А то ты меня пойми правильно, мне интересно. Кстати, Ром, а у меня прав-то нету. Я надеюсь, ты это знаешь. Вообще, а как ездить я буду? Алло, Ром, алло, ты где? Ты меня слышишь? Вы там какую-нибудь машину, не купили? Ты мне можешь